Прием. Точка. Как слышно. Точка. Обновление. Точка. 2.4.0. Точка. Для eFootball. Точка. 2023. Точка. Вышла. Точка. Для всех. Точка. Платформ. Конец связи. Точка. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Этот день настал, и обновление 2.4.0 для eFootball 2023 наконец-то увидело свет. И чего уж греха таить, но с этим обновлением в игре появилось намного больше контента, нежели со стартом третьего сезона, который был еще в январе месяце, о чем и предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего обзора. Соответственно, как и всегда, новые паки, ивенты, кампании, а также немаловажные анонсы, касающиеся как онлайн, так и офлайн режимов. Но обо всем по порядку. Устраивайтесь поудобнее, делитесь своими впечатлениями от нового обновления и его контента, ну и не забывайте поддерживать это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком. Несмотря на то, что я призываю вас не завышать ожидания от каких-либо обновлений или тех же сезонов, все-таки какие-то обновления от версии 2.4.0 все же были, и они подтвердились весом этого самого обновления на актуальных платформах, хотя, как и всегда, выглядит уж чересчур завышенно. В частности, PlayStation 5 это почти 8 гигабайт, PlayStation 4 51 гигабайт, Xbox Series X 50 гигабайт, Steam 45. Это примерные цифры, и у каждого из игроков они могли отличаться. Но основную суть вы поняли. Что стало приятной неожиданностью, так это офлайн контент, ведь для игры в офлайн товарищеских матчах стали доступны лиги и соответствующие команды. Однако не без ложки дегтя, потому что вроде как они открыли, но, будем честны, далеко не все команды и далеко не все лиги. Например, американская лига MLS недоступна, а в некоторых лигах, например, как в серии B, отсутствуют все команды, кроме одной из партнерских итальянских команд. Поэтому вроде бы и неплохо, но с другой стороны, все-таки нам все же стоит ожидать DLC со всеми командами и лигами, если Konami не передумают и не добавят оставшиеся команды со временем. Но факт остается фактом. Теперь для игры в офлайне доступно чуть больше команд, и даже, возможно, не придется пользоваться анлокером. Вместе с этим для аутентичных матчей стали доступны своего рода лобби-матчи, то есть так же, как и в Dream Team, вы создаете комнату, играете с друзьями, только не составами из ваших Dream Team, а именно что реальными составами реальных клубов, только под фейковыми названиями и фейковыми формами. Конечно, кто-то может спросить, а для чего это, но некоторые игроки этого также ожидали и также требовали от Konami, поэтому игроков на подобный режим, я думаю, тоже найдется. И сегодняшнее обновление создает такое обманчивое впечатление, потому что контента завезли более чем достаточно, я сейчас говорю про онлайн составляющую, и в лишний раз может создаться впечатление, что стартовал банально новый сезон, но нет, новый сезон стартовал еще месяц назад, а контент как таковой доехал только сейчас. Итак, что же появилось в игре? Соответственно, это новые паки. Это вам и команда недели, и эпические паки, аж целых 2 пака. Это Deluxe пак с новым мексиканским партнерским клубом. Это зимние номинальные паки. И также снова клубные иконы, также за номинальные контракты. Что касаемо двух последних, то они немножко разочаровали своим подбором игроков. Ну, в принципе, чего-то подобного и стоило ожидать от Konami. Потому что, если бы условного Жоа Канцелу добавили за номиналку, то это было бы слишком жирно, согласитесь. Премиум паки, к сожалению, или к счастью для кого-то не добавили, но добавили премиум менеджеров. Ну, как сказать, добавили, просто вернули. То есть Фабио Канаваро и Йохан Кройф уже присутствовали в eFootball 2023. Просто их убрали через какое-то время. А теперь снова вернули, только теперь в компании с Пепом Гвардиолой образца 2008 года, когда он начинал тренировать Барселону. Обзор подобных премиум менеджеров уже был на канале, ссылка выглянула в правом верхнем углу. Вкратце, эти менеджеры особо ничем не примечательны. Простая трата золотых монет eFootball. Если вам их некуда потратить, можете попробовать. Ну а так, оно того не стоит, уж поверьте. Также новое обновление сопровождается крайне интересной кампанией, которая носит название «Карнавальная кампания», и суть ее заключается в раздаче игрокам бразильских легендарных игроков на безвозмездной бесплатной основе, ну и также раздача очков прокачки, ГПшек и целых 100 золотых монет eFootball, вы только представьте. Своим уловом из числа
числа бразильцев вы также можете делиться в комментариях под этим роликом. Также, если вы перейдете по ссылке в описании, то сможете забрать 50 очков eFootball. Точно так же, как это было в предыдущие разы. Просто переходите на сайт, заходите в свой Konami ID и забираете 500 eFootball Points. Также нельзя обойти стороной новую систему приобретения паков. Konami мельком это анонсировали, но мы с вами этому значения особо не придали. Теперь помимо одного футболиста можно подписать сразу 10 игроков за 900 золотых монет eFootball, чтобы не крутить около 100 футболистов, а если быть точным 150 футболистов по одиночке. Большой привет Юрий Гансу и надеюсь, что подобное решение облегчит ему жизнь. Точно так же, как и остальным игрокам, которые любят крутить эпические паки. Что же касаемо ивентов, то здесь все по старинке. В принципе, здесь нет ничего такого, чтобы мы не наблюдали ранее. Тут и национальные сборные, и Азиатская лига чемпионов, и Английская лига. Отличают сразу, что награда. Где-то вы получите ГПшки, где-то очки прокачки, а где-то золотые монеты eFootball. Хочется отметить, что добавили еще один ивент с золотыми монетами, то есть теперь помимо английской лиги, вам также предстоит собрать состав из игроков японской J-лиги. Вся загвоздка лишь в том, что в этой лиге на самом деле играют одни бичи. И если вы будете крутить каких-нибудь эпиков или закупались японцами ранее, вам это очень даже пригодится. Соответственно, обновился пропуск на матч, и в принципе сильно он не изменился. Все те же самые награды, просто отличаются футболисты, которых раздают. В ценном матч-пассе это Данджума, новоиспеченный игрок Тоттенхэма из Вильяреала, а в премиальном это Дейли Блинд, левый защитник из Баварии, но далеко не тот, которого мы ожидали. Ну и самое стоящее пополнение произошло в магазине очков eFootball, поскольку добавили 3 топовых футболистов: Эдена Азара, Квадрада и Чалабаха. Это их клубные версии из соответствующей клубной селекции, и теперь вы можете приобрести их за каких-то 5000 очков eFootball. Что на самом деле круто, но для кого-то может пройти мимо. В выборе состава в Dream Team теперь добавили небольшие фильтры, которые позволяют вам отделять игроков от других игроков. Например, отсортировать нападающих, полузащитников и центральных защитников, ну или просто защитников. Мелочь, но на самом деле способствует тому, что теперь собирать состав стало чуть более удобнее, нежели ранее. Вот за это на самом деле респект. Ну и так же, как и было обещано ранее Konami, они обновили игровой процесс eFootball. Правда, за пару часов и уж тем более сутки заметить все изменения в геймплее достаточно трудно, поэтому о геймплее мы, скорее всего, также поговорим чуть отдельно. Но если к моменту выхода этого ролика вы уже успели что-то заметить, что изменилось конкретно, стало лучше или хуже, также пишите в комментариях под этим роликом. Если вас также интересуют другие изменения, которые произошли в игре, вам прямая дорога на официальный сайт eFootball, поскольку Konami выкатили отдельные статьи, которые посвящены всем положениям, которые объясняют и описывают изменения в игре. Там и обновление изображений у футболистов и тренеров, графика для стадионов, бутсы, комментарии, обновление форм, ну и так далее, как оно бывает по традиции. На что стоит отдельно обратить внимание, это вот страница, которая рассказывает о предстоящих обновлениях. По сути, это своего рода небольшая дорожная карта, о которой мы говорили ранее. Подобной страничке мы посвятим отдельный видеоролик, но вкратце Konami расписали, что стоит ожидать весной 2023 года, что стоит ожидать летом, и также упомянули, что они все еще разрабатывают долгожданные режимы в лице мастер-лиги, коопа, режима редактирования, ну и так далее. Однако последние не упоминаются в качестве контента, который запланирован на весну и лето, а поэтому эти режимы не стоит ожидать ни весной, ни летом, максимум осенью, если не в 2024 году. Что касаемо пополнения базы данных новыми игроками, то здесь на самом деле трудно сказать, потому что информация присутствует, но она очень разнится и очень сильно разбросана по сети. Но из того, что я успел заметить, добавили обновленного Канавара, по-моему, если я не ошибаюсь, Big Time, а также обновили национальные версии Пирло и Франческо Тотти. Также, по сообщениям некоторых твиттер-аккаунтов, в базе данных затесался Адриано, но, насколько я понял, только его изображение. То есть, как таковые цифры в значениях его скиллов, общего рейтинга, они неизвестны. Поэтому, как такой карточки пока что не присутствуют даже на соответствующих сайтах с базы данных игры. Но то, что Адриано появится, есть очень большие шансы. Ну что, друзья, как-то вот так вот у нас получается с контентом для eFootball. Опять же, обновление онлайн-контента, что и стоило ожидать. Чего-то подобного лично я ожидал с обновлением нового сезона, однако этот контент мы получили только сейчас. Но, как говорится, лучше поздно, чем
никогда. Также радует, что разработчики все еще не забывают про наши режимы, которые мы так ждем. Но с другой стороны, нет как таковой информации, когда этого стоит ожидать, а поэтому Konami пока что с ними не торопится. Поэтому тут палка о двух концах. В любом случае, продолжаем поглощать весь контент, который Konami нам скармливает, так или иначе, и предлагаю этим заняться завтра в рамках прямой трансляции на нашем канале. Не так давно стукнул 20 тысяч подписчиков на канале, и предлагаю это дело отметить вместе с просмотром нового контента в eFootball 2023. Все анонсы будут в наших соцсетях, ссылки на которые в описании, ну и во вкладке сообщества на нашем YouTube канале. Ваше мнение касаемо нового контента, все то, о чем мы поговорили в этом видео, я буду ждать чуть внизу в комментариях. Ну и если вы здесь впервые, не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик для уведомлений. Спасибо всем за вашу активность и вашу поддержку. Благодарю вас за 20 тысяч на канале и надеюсь, что последние обновления и новый контент принесут вам какое-никакое, но удовольствие при игре в eFootball. Всем удачи и до скорых встреч!